KKR24 Technologies. Привет всем! На обзоре вы могли видеть UT210 ранее на нашем канале. Это самое компактное устройство для бесконтактного снятия показаний токов в линейке бренда Unitrend. А эта модификация UT202+, она, можно сказать, самая такая качественная и самая доступная среди 200-й серии. Но у него есть один существенный минус, то что он измеряет только переменный ток. И сам трансформатор тока у него полукруглую форму. А эта модификация, он самый навороченный из 200-й серии. Поставляется вот в такой красочной упаковке. Модель называется UT204+. И как видим по характеристикам, тут он измеряет 600 ампер переменного и постоянного тока. Это самое высокое значение в данной серии. Сопротивление и емкость тоже тут повыше. Также имеется возможность измерения температуры и важный параметр счетчик измерения до 6000 единиц. Качественная сумка для хранения и переноски прибора. Никаких торчащих ниток. Все очень аккуратно. Руководство пользователя на английском языке. В конце видео рассмотрим более детально. Качественные и большие шипы на 10 ампер. Разъемы шипов имеют защитные колпачки. Термопара для снятия показания температуры. И еще одно руководство на китайском языке. Также сертификат соответствия с датой выпуска май 2020. Идеальное качество изготовления. Четкая подгонка всех элементов корпуса. И отлично продуманный дизайн. Все четко. Селектор переключается одной рукой спокойно и с плавным мягким ходом. Упругий ход трансформатора тока. Снизу расположены гнезда шипов, 4 резиновых кнопок, большой жидкокристаллический дисплей, селектор-переключатель режимов и кнопка раскрытия трансформатора тока. Это все органы управления прибором. Работает мультиметр от двух элементов питания стандарта 3А 1,5 вольта. Для надежности и долговечности предусмотрена бронзовая резьбовая вставка. В качестве испытания аккумуляторные батарейки 1100 мАч на 1,2 вольта. Первый запуск прибора. И начинаем измерение с напряжения. Слева значок AC. Это первое, что измеряем, переменное напряжение. Снизу значение авто. Это выбор автоматического диапазона режима измерения. Наверху значок таймера. Это говорит о том, что прибор спустя определенное время выключается. Справа значок напряжение. Кнопкой Select можем менять значение режима измерения с переменного на постоянное. И постоянное напряжение начинает измерять с милливольтов. Значок таймера при желании можно удалить, чтобы прибор бесконечно работал. Для этого выключаем прибор, удерживаем кнопку Select и теперь включаем прибор.
И таким способом сбрасываем значок. То есть прибор теперь будет до тех пор работать, пока мы не выключим. Или до тех пор, пока сядут элементы питания. Теперь смотрим, как работает кнопка Hold. При нажатии происходит фиксация значения измерения. А при нажатии и удержании активируется приятная подсветка, которая гаснет спустя чуть больше минуты. В режиме измерения переменного напряжения в верхнем углу отображается значок опасного высокого напряжения бытовой сети. Нажимая и удерживая кнопку Select, можем перейти в режим измерения частоты и, как видим, 50 Гц переменного напряжения. В режиме измерения постоянного напряжения прибор начинает работу с милливольтов, до 600 милливольт измеряется в милливольтах, а после переключается в режим измерения в вольтах. Также до 6 вольт имеются 3 цифры после запятой. А после 6 вольт разрешение измерения меняется на 2 цифры после запятой. Кнопка максимум и минимум позволяет фиксировать соответственно и максимальное значение измерения, и минимальное значение измерения. А для того, чтобы выйти из этих режимов, нужно нажать и удержать кнопку. Прозвон тут организован очень хорошо. Громко, четко. Очень быстрый отклик. В режиме измерения резисторов на примере 47 Ом видим, все соответствует номиналу. С большим сопротивлением измеряется намного быстрее. В режиме теста диодов тут идет дублирование прозвона и звуком, то есть срабатывает звуковой отклик и показывает падение напряжения. Все отлично. В режиме измерения конденсаторов видим 177 миллифарад. Желтый конденсатор измеряет чуть быстрее. В режиме измерения нанофарад тут все происходит намного быстрее и, на удивление, очень точно измеряет даже пикофарады, которому могут позавидовать даже приборы с более дорогого сегмента. А в режиме отдельного раздела измерения частоты и процентного соотношения этот пункт мы оставляем, так как нет возможности измерения более высоких частот. В режиме измерения температуры тут встроенного термодатчика, как видим, нету. Все показания снимаются с внешнего датчика и, как видим, температура набирается мгновенно, как бы без или с минимум инерции. Также остывает очень быстро. Все отлично. Нажимая кнопку Select, также можем менять режим измерения с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта. В режиме измерения больших токов до 60 ампер тут он измеряет и переменные токи, и постоянные токи. Пробуем на примере тороидального трансформатора пусковые токи. Тут они маленькие, но прибор их фиксирует. Все отлично. А в режиме 600 ампер тут точность чуть страдает. В более низком положении измерения тут он более точно показывает
малые токи. Принцип работы NCV – это так называемый тест скрытой проводки, идеально срабатывает на одном и том же точно заданном расстоянии. Уровень электромагнитного поля отражается и полосками на экране, измеряемые, также более интенсивное светозвуковое оповещение по мере приближения к источнику излучения поля. Помимо NCV есть функция Live, которая позволяет определять нулевой и фазный провод. То есть смотрим на примере, смотрим, есть фаза, тут его нет, тут есть, также дублируется световым индикатором, тут его нет, тут она есть. В общем, отлично. Реально очень хорошо напичканный прибор. И, честно говоря, даже не знаю, к чему можно придраться конкретно в данном приборе. Разве что отсутствует режим измерения микротоков. В остальном прибор полностью идеально организован. Теперь смотрим проем трансформатора тока. Также проверим устройство на то, сколько потребляет прибор и при каком напряжении прибор будет стартовать. Поднимаем напряжение, смотрим, начинают расти токи, но пока прибор жизни не придает. Вот 2,1 пытается включиться, выдается ошибка. Еще чуть-чуть. Снова нет включения, пробуем перезапустить. Включается, уход в защиту. Чуть еще. Это 2,4 вольта от двух аккумуляторных батареек напряжение. То есть при таком напряжении прибор уже работает. При нормальном напряжении смотрим, ток потребления составляет всего 1,5 мА. Это очень низкий показатель. Но в выключенном состоянии смотрим все нули. То есть прибор в фоновом режиме в выключенном состоянии не потребляет ток. Это очень хорошо, отлично.